Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание солнечному затмению, этому опасному астрономическому явлению, которое нас всех ожидает 10 июня 2021 года. Друзья, поговорим о том, где можно будет увидеть солнечное затмение, чем оно действительно опасно и как нам, простым людям, избежать проблем именно в этот день, 10 июня. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы полностью знать информацию и использовать ее правильно 10 июня. Итак, друзья, вообще солнечные затмения сами по себе это опасные явления, но именно 10 июня 2021 года нас ожидает его особый вариант. Почему? Потому что будет именно кольцеобразное солнечное затмение. И Солнце и Луна в этот день будут источником именно негативной энергии. И у вас не получится обойти это влияние стороной. Но вы можете не дать подобному состоянию овладеть вами. Поэтому постарайтесь избавиться в этот день, да и вообще от обид, отрицательных эмоций, от депрессии, от каких-то жалоб на свою жизнь, потому что они целенаправленно наше сознание отправляют на негатив. Поэтому в этот день, именно 10 июня, это недопустимо. Чем же это затмение, солнечное кольцеобразное затмение, будет достаточно интересным и особенным? Первое, что нужно сказать, друзья, это кольцеобразный тип затмения. Это значит, что Луна полностью войдет в солнечный диск. И с астрологической точки зрения такое затмение сулит невидимые проблемы и возвращение старых каких-либо неурядиц, которые не были решены окончательно. Обращаем на это всех внимание. Далее, друзья, в этот день Луна и Солнце будут в знаке зодиака Близнецы. А это значит, что под ударом окажутся следующие сферы нашей жизни. Это обучение, это любовь, это общение и дружба. И удержаться на плаву каждому из нас, к сожалению, будет непросто. Но мы с вами люди сильные, мы подготовимся к этому явлению, и для нас это, конечно, будет возможно. Огненное кольцо во всей его красе озарит небо для наблюдателей из России, которые проживают на острове Новая Сибирь, на западе Чукотского автономного округа, а на северо-западе Камчатского края, в Якутии и на севере Магаданской области. Обращаем внимание, что там затмение и закончится примерно где-то в 11:30 по всемирному времени. Друзья, именно по всемирному времени. А начнется в начале 9 по всемирному времени в канадской провинции Онтарио. Это у нас Канада. И двигаясь к России, лунная тень пересечет Гренландию и Северный полюс. Над Москвой, обращаем ваше внимание, затмение будет частичным, и Луна отгрызет примерно треть Солнца, где-то 26%, 27%. И это случится у нас уже в 14 часов 26 минут и 15 секунд по московскому времени. Итак, друзья, солнечное затмение у нас ожидает, считайте, что в 2:30. И будет заметно вооруженным глазом сквозь, например, CV-диск или закопченное стеклышко. Также можно будет и огрызок увидеть и не ослепнуть при этом. Поэтому, друзья, если у вас есть желание, то вы можете это увидеть. И далее, друзья, мы хотим вам дать определенные советы, которым нужно следовать 10 июня для того, чтобы не привлечь какие-то неприятности, проблемы в свою жизнь. Солнечное затмение достаточно, с одной стороны, будет тяжелое. Почему? Потому что Солнце и Луна в соединении будут нести нам негативные эмоции. Люди будут чувствовать
чувствовать нехватку энергии, негатив будет биться через край, поэтому мы с вами должны на 10 июня стараться даже закрыть в какой-то степени уши, не слышать людей и не слушать ихние слова, потому что любое слово, сказанное другим человеком или вами, может рассматриваться как какой-то негатив, хотя, возможно, в этом предложении, слове вы ничего не хотели дурного и плохого сказать. Обращаем на это внимание, особенно это касается тех, кто работает в этот день на работе, у кого большие коллективы. Общественный транспорт, это очень важно. И также, если у вас с родственниками есть или с близкими людьми у вас есть конфликты, старайтесь в этот день даже не слышать и не воспринимать ту информацию, которую вам говорят, именно негативную. Что же еще нельзя делать в этот день? Ну, друзья, наверное, самое одно из важных правил: не стоит сегодня заводить новых знакомств. Ну, знакомиться, конечно, можно, но сближаться с малознакомыми людьми точно сегодня не стоит. Почему? Это чревато большими неурядицами. Новые знакомые могут сподвигнуть вас на всевозможные неприятные приключения, дать вам неправильный совет или выразить неуверенность в себе при помощи каких-то токсичных фраз. Далее, друзья, в этот день постарайтесь пользоваться оберегами от энергетических вампиров, от токсичных людей. Это потому что это их день, поскольку энергетической подпитки для людей не будет. И они станут сквозь себя искать добычу среди незащищенных и слабых людей. Поэтому опасайтесь манипуляторов и всех, кто хоть немного провоцирует в вас появление вот этой неуверенности. Знаете, сегодня будет такой день, что ведро будет с раками. То есть, что здесь мы имеем в виду? Вы положите рака в ведро, и никто из них не вылезет, потому что каждый тянет друг друга ко дну. То же самое будет происходить и с людьми. Все будут карабкаться к какой-то своей цели, к мечте, цепляясь за того, кто выше. И в итоге никто ничего не добьется. Старайтесь быть в этот день, 10 июня, самостоятельными и самодостаточными. Сегодня нет ни единого шанса стать успешными у тех, кто будет надеяться на помощь окружающих. Это будет рядовой день для тех, кто является фрилансером и работает в одиночку. Обращаю ваше внимание, что когда наступает период кольцеобразных затмений, все хорошее может обернуться для вас провалом. Например, вы решите навестить родителей, друзей, родственников, но поход к ним домой станет просто для вас большой ошибкой. Они могут выместить на вас свой весь негатив или, как вариант, испортить вам настроение какими-то словами, которые, возможно, никто не хотел вам сказать. Такое вот именно, что было негативное. Если общаться в этот день, только старайтесь в социальных сетях и старайтесь, знаете, смайлики друг другу отправлять, пожелать всего самого лучшего, доброго. И лучше на крайний случай позвоните по телефону, но старайтесь недолго говорить, не общаться, не рассказывать какие-то длинные истории, потому что слово за слово и также может привести к какой-то нехорошей ситуации. И, друзья, самое важное касательно 10 июня, уделите внимание финансам, уделите своим деньгам. Почему? Потому что положение Луны и Солнца, с одной стороны, не затронет финансовую сферу, но вот именно это затмение, вот эта непредсказуемость ситуации может просто зашкаливать. Если вы хотите потратить много денег, то на следующий день вы уже можете пожалеть. Поэтому все покупки, какие-то крупные покупки, перенесите уже на 11, а лучше 12-13 июня. Там уже начинается растущая луна, и это период, когда вы уже можете спокойно делать покупки. Кроме того, уже новолуние уже наступило, солнечное затмение уже идет на убыль, и, соответственно, вы уже можете заниматься. И, друзья, обращаем ваше внимание, что во время затмения будет немало мошенников, они активизируются,
для того, чтобы нажиться на ваших желаниях и на вашей неосмотрительности. Поэтому все, что касается денег 10 июня и уже даже 9 к вечеру июня, старайтесь не торопиться с этими вопросами финансовыми. Даже если вам что-то и говорят, то давайте перенесем на 12-13 июня, 14-15 растущая луна. Как раз самое время заняться финансами. Но 10 июня не старайтесь. Даже если у вас в планах есть заключать какие-то контракты, особенно на какие-то крупные суммы, если вы планируете там, например, вам будут возвращать долг, или вы кому-то хотите отдать долг, перезвоните, скажите, что давайте лучше на 12-13. Итак, друзья, 10 июня все-таки это будет считаться один из самых опасных дней лета. И знаете, вот и самый опасный день июня 2021 года. Но, друзья, это не значит, что нужно бить тревогу, закрываться в доме. Просто попробуйте немного замедлить темп вашей жизни и стать чуть-чуть более осторожными и внимательными. И приготовьтесь к тому, что все может пойти не по плану. Ну а чтобы не разочароваться, просто поймите, что 10 июня постарайтесь пробыть самим собой. Вы, возможно, лучше в одиночестве, пойдите в парк, на природу, отдохните. Это лучший будет выход из этой ситуации.